Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем наш цикл наших передач о героическом опыте кыргызского народа Манасе. Как я вам говорил в предыдущих передачах, мною на основе варианта Сагынбая Оразбакова написан пятитомный роман в прозе на кыргызском языке. Затем я это свое произведение перевел на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии эпоса Манас Семитеем. Сейчас я закончил работу над первым томом данного произведения, сейчас работаю над вторым томом. Вот все, что я хотел вам сказать по поводу своего произведения, а теперь позвольте мне продолжить чтение своего романа. Наговорив немало таких ядовитых, оскорбительных слов, горделиво выпрямившись, Цзелик отправился в обратную дорогу со своими воинами. Он горел желанием поскорее добраться до Алоке и сообщить ему обо всем, затем вернуться обратно с многочисленным войском, истребить кыргызов и самых лучших из них превратить в своих рабов. В это время Алоке, собрав 500-тысячное войско, выбрав из них наиболее могучих 500 богатырей, вел усиленную подготовку для встречи кыргызов. Громко ударив барабан, висевший на стенах его дворца, собрав всех вельмож, он сумел добиться того, что у него собралась бесчисленная рать. Среди них были стрелявшие белки в глаз охотники, отчаянные смельчаки, мудрецы и острословы. Хан приказал отобрать в армию только молодых и отбраковывать стариков, не брать лиц с различными увечьями. Для этой цели он разослал гонцов грозным требованием срочно прибыть к нему. Его приказ был немедленно исполнен. Когда до Алоки дошла весть о том, что Аллахун из Кашкара, каждый год плативший дань, всячески раболепствовавший перед ним, потерпел поражение от Манаса, он разгневанно покачал головой. Посмотри на хитрость Манаса, зло подумал он. Понял, что не сумеет одолеть Каканчин, и выступил против меня. Теперь стало понятно, что он посчитал меня легкой добычей и пришел сюда. Но я ему не по зубам. Придется мне проучить его и полностью истребить кыргызов. Намерения Алоки дошли до широких слоев населения, начиная от богачей до последних бедняков. Об этом прослышал также пришедший в город Маргелан Манзуйский калмак Балкыбек. Он пригнал на базар скот и продал его по хорошей цене. Там он узнал, что Алоки основательно подготовился к войне с кыргызами. Видать, кыргызам предстоят очень тяжелые дни. Горестно подумал рослый, смуглый, чернобровый, черноглазый Балкыбек и немедленно отправился в Айыл-Жак. Старик с радостью принял и усадил гостя на самое почетное место в доме. Зарезав жирного барана, наливая медового кумыса, Жакып от души стал угощать Балкыбека. «Кыргызы, я пришел с неприятной вестью», произнес после трапезы калмак. Алоке взбесился и готовится выступить против вас походом. Он собрал бесчисленное, как пески пустыни, мощное войско. Среди его воинов я видел могучих богатырей, силачей, державших в руках громадные, как шатры, палицы. Они могут в гневе раздробить гору полотном. Ты это серьезно? Удивился Жаков. Да, бай, я видел самых лучших великанов, которые в состоянии одним ударом уничтожить город и превратить камни в пыль. Также видел силачей, у которых огромные палицы, как волы, храбрецов,
грозных, как дракона, и богатырей, способных выйти на поединок, победить любого. С какой целью Алоки собрал такое многочисленное войско? Они разозлились на вас, собираются выступить в поход, чтобы убить Манаса, упинаясь, ответил Балкабек. Испугавшись этого, я пришел навестить вас. Что теперь будете делать? Я пришел к вам, чтобы узнать, что вы предпримете. Если кто-то способен противостоять китайцам, то это только Манас. Правильно, произнес Жак. Алоке остановить может только Манас. Где он? В горах, на охоте. Что? Сказано, удивился Балкабек. Вы говорите, на охоте? Да. Как Манас мог уйти на охоту, не испугавшись Алоке, так как вы находитесь на его земле? Не знаю, раздраженно ответил Жак. Резко взглянув на него, Балкабек понял все без слов. Удивленный тому, что в такое тревожное время Манас проявил небывалую беспечность, Калмак горестно покачал головой. Что будете теперь делать? Как спасете себя? Спросил Балкабек у Жакопа. Алоке, великий хан, не случится ли теперь беда? У китайцев очень много войск. Думаю, они быстро доберутся до вас, пробираясь через горы, через долу. Я такого же мнения. Кто теперь оповестит Манаса? Если вас разгромят китайцы, вы станете посмешищем на весь мир. Вот именно, громко застонал Жакоб. Ежели Манас немедленно не возвратится, воин Алоке полностью уничтожит нас. Верно, поддержал слова друга Балкабек. В Алоке много войск. Коли они разгромят вас, вы уйдете из этого мира в горесть и печали. Услышав это, Жаков полуизумлен до глубины души и пришел в ярость на Манаса. Чтоб ты провалился со своими оленями, глупец, разбушевался старик. Несмотря на то, что враги ополчились, а мы сами находимся в положении кочевников, Манас, как ни в чем не бывало, бродит среди гор и охотится. Как будто мало этого. Пришел посол Алоке и угрожал нам. Вы сообщили о приходе посла Манасу? Спросил Балкабек, расстроенный печальным видом Жакопа. Да, я отправил к нему 6 гонцов, но до сегодняшнего дня ни Манас, ни они не вернулись. Бедная моя головушка, почему Алоке так вцепился в моего сына? Не печальтесь, бай, попытался приработать его Калмак. Ваш сын непростой человек. Если бы он не верил в себя, то не приехал сюда из Алтая. Ты прав, Манас так поступил, потому что был убежден в своей правоте. Что вы теперь будете делать? Видать, не самому придется отправиться к Манасу. Он так увлекся охотой, что ни на что другое не обращает внимания. Встав с места, Жак ласково посмотрел на Балкабека. Большое тебе спасибо за то, что вовремя предупредил нас о коварных замыслах Алоке, произнес он. Я никогда не забуду эту твою услугу. Жакоб тепло попрощался с Балкабеком. Затем он оседлал коня у Ларбоза и отправился в сторону горы Улу. Через некоторое время, после странствий между горными ущельями, он добрался до местности Бешмугу, где охотился Манас. Оглянувшись по сторонам, Жакоб никого не увидел. Сын говорил, что будет охотиться в этих местах, расстроенно подумал старик, озираясь вокруг. Но я не вижу ни одной живой души здесь. Может быть, Манас ушел в другое место? В таком случае, как я его найду? Где буду его искать? Когда Жакоб, не зная, что предпринять, стоял в раздумье, внезапно окрестности наполнились шумом гамма. Что это за крики? Испугался старик.
И если это Манас со своими товарищами, то это ничего. Но если я встретился с китайцами, мне пришел конец. Через некоторое время из ущелья, расположенного напротив Жакопа, выскочили несколько всадников. Перепуганный старик, дрожа всем телом, был не в состоянии сдвинуться с места. Ему даже в голову не пришло удрать на коне. Жакоп прекрасно понимал, что столько всадников не дадут ему сбежать. Лишь увидев на головах некоторых из них белые колпаки, Жакоп пришел в себя. Слава Богу, обрадовался Бай, утирая носовым платочком холодный пот, струившись у него по лбу. Я встретил не китайцев, а кыргызов. Видать, еще не наступила моя смерть. Это действительно были Манас и его товарищи. Увидев оленя, на радостях они подняли громкий крик и погнались за ними. Увидев среди них сына, Жакоп громко заорал: «Стой, Манас, подойди ко мне!» Услышав голос отца, мчавшийся на коне Манас сразу остановился. «Кажется, послышался голос отца», — удивленно подумал богатырь. «Или это мне почудилось?» Лишь когда Жаков во второй раз окликнул его, Манас узнал отца. «Нет, не послышалось», — подумал богатырь. «Это действительно папа. Но почему он бродит в горах в одиночестве? Видимо, в Аиле случилась какая-то беда, иначе мой престарелый отец не стал бы разъезжать здесь». С громко бьющимся сердцем Манас подскакал к Жакопу. «Что случилось, отец? Почему ты приехал сюда один?» — встревоженно спросил богатырь. Тогда Жакоп стал изливать ему душу. «Места, куда мы прибыли, принадлежат калмакам и китайцам», — горестно проговорил он. «Их хан Алоки отправил к нам 50 послов. Немедленно уходите отсюда, не поганьте нашу землю. Если не уйдете, мы всех уничтожим. Исчезните с глаз долой, иначе мы вам глаза выколем», — сказали они, здорово нас напугали. «Если мы побыстрее не соберемся против них, нам придется туго. Это можно будет считать концом надежд на спасение наших жизней». Не успел Манас ответить отцу, как, гоняя перед собой моралов и оленей, к росшему недалеко кустарнику, выскочили охотники во главе с Бакаем. Увидев дичь, Манас мгновенно забыл слова отца и ударил плетью коня. С громкими криками, с шумом все погнались за оленями и моралами. Приперев к скалам, воспользовавшись тем, что они не могли никуда убежать, охотники перестреляли их поодиночке. Когда охотники радовались своему успеху, к ним подскакал Жакоп. Приглядевшись к сыну, старик понял, что Манас полностью забыл его слова и снова подготовился к продолжению охоты. Жакоп, никогда раньше не видевший такую беспечность, невольно прослезился. «Что это такое?» – плаксиво подумал старик. «Мы с трудом добрались до Анджиана. Хотя наши предки когда-то жили здесь, никто из нас никогда не бывал в этих местах. Если наше стойбище не находится, как прежде, на Алаколе, то почему Манас проявляет такое равнодушие и вовсе развлекается, как ни в чем не бывало?» Раздосадованный Жаков гневно закричал на Манаса и его товарищей: «Прекратите охоту и немедленно идите ко мне!» Не смея идти наперекор воле отца, Манас поневоле притянул поводья лошади. В сопровождении Бакая, Айнакула и других джигитов богатырь подъехал к отцу. Крича, как верблюд, разбушевавшийся, Жаков набросился на сына. Вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.